Всем привет! Сегодня второй день в Амстердаме и третий день нашей поездки. Мы нашли своего хоста, он живет в Заандаме, это соседний город от Амстердама. По сути, 2 остановки на поезде, сам поезд стоит 2,80. И если вы покупаете карточку, если одноразовая бумажка, то будет стоить 3,80. Сегодня мы решили поехать в Кёхенкоф. Мы зашли на сайт, есть специальный сайт köchenkopf.nl. Там купили билет. Билет включает в себя вход и проезд на автобусе до Кёхенкофа. Там есть очень большое количество вариантов, как добраться, с пересадками. Все это покрывает билет. Мы выбрали автобус и пересадка на экспресс, на еще один автобус. Вот мы сейчас доехали до остановки, где, собственно, пересадка у нас на экспресс. Называется он Хофдорп. Это далеко от центра, это уже ближе к Кёхенкофу. Единственный нюанс. Нюанс состоит в том, что мы не учли очередь. Вот начинается очередь, вот, вернее, это конец очереди. Вот люди стоят там, Настя. Так, вот тут очередь идет, она под низом, под мостом этим. Очередь идет очередь. Вот она продолжается. Вот, и вот она заканчивается. То есть все вот это вот. Живая очередь людей, и все они ждут автобус. Перед нами только что один уехал. Пообещали нам, что еще 3 приедут, но говорят, столько много людей, такой наплыв людей, что надо будет подождать. И поэтому все это занимает очень большое количество времени. Немножко не так, как мы планировали, но ничего. Тут опять хорошая погода, говорят, нам повезло. Все голландцы говорят, вам повезло, вы приехали и солнечно, и до этого были дожди, в общем, здорово, тепленько. Как раз отличная погода, чтобы посетить парк, и, видимо, эти люди все тоже такого же мнения. Что ж, пока будем ждать, а дальше будем показывать, как обстоит путь до самого парка. И подписывайтесь на наш канал, это главный для меня мотиватор создавать интересное для вас видео. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить выход следующего ролика. Вот пока мы стоим в очереди, хочу вам показать, собственно, карточку, которую нужно желательно приобрести, если вам местные ее не подгонят. Карточка называется OV Chip Card. Вот такая вот она. Она экономит вам денежку. То есть каждый раз, когда вы берете обычный билет бумажный, одноразовый, они еще сверху кидают 1 евро как комиссия за то, что используется бумага. С этой карточкой вы платите без этого 1 евро. То есть каждый раз вы экономите 1 евро. Оно будет вам выгодно. В принципе, это как кошелек, то есть вы кидаете туда деньги, подходите, прикладываете к автомату, и он снимает определенную сумму при выходе. Довольно удобная штука, работает она и в автобусах, и в метро, и в электротранспорте, так что лучше это купить, и особенно если вы тут не на 1 день, не на 2, а на 3 и более дней, лучше это приобрести, оно действительно вам сэкономит деньги. Наконец-то выбрались с этого автобуса. Вот. Да. Это было это просто нереально долго. Проблема в том, что да, были пробки на дорогах. Пробки даже я такие не видел в городе пробки, как здесь были на шоссе пробки. Ужасно. Но мы уже здесь, главное. Мы идем смотреть на тюльпанчики.
общем, ребят, в это время туристов немерено, действительно, и особенно в выходные дни. Вот, как Сегодня выступили суббота. мы. Сейчас самое лучшее время посмотреть на цветочки, конечно. Но это знают многие люди, как видите. Поэтому тут сейчас проблематично. Вот такой автобус, вот он обратно будет вести на пересадочную станцию, это Кухенков экспресс. И вот люди сидят, ждут. Вот еще один приехал. Сейчас будем идти дальше. Мы купили билеты, сейчас будем показывать эти бумажки и проходить, собственно, на территорию парка. Уже запах приятный, тюльпанчики, они уже чувствуются. 2 штуки. Second. Все. Просканировали. Тут еще больше людей. Слово free мне нравится, вон там free maps. Давай, возьмем карты. Free maps. Интересно, еще есть? Есть. Так, корзинка тут. Еще так, держи себе одну. И веди нас. Запах, конечно, тут классный. Место реально, вот, да, фотозона красивая, с приятным запахом, большая фотозона для фоточек в Инстаграм. Можно еще вон так уютненько проводить время. Да, в принципе, как вариант, учитывая, сколько мы стояли в автобусе, то, возможно, последуем их примеру. Немножко похоже на Петергоф, чем-то отдаленно тоже. Сады тоже интересные, елочки. Даже мужчины не могут устоять перед такими цветочками. А что же говорите, девушка? Конечно. Здесь значит нам нужно вон туда. Где называется? О, как раз подходит. Ты нашла свои тюльпаны сегодня. Особо красивые тюльпаны, они просто их оградили, чтобы люди даже близко не подходили к ним. Берегут. Это действительно красавцы. Высокие.
Когда солнце падает на тюльпаны, они прям горят все. Красота. Синий, желтый. Там пишется Мускари Армянякум. Кстати, да, уже не первые русские встречаются. Да. Они везде. Чё? Везде. Вот Настя идет с курком. Да. С курком, с АТБ. О, Кёхенкофу. Да, потому что мы совершили небольшую ошибку, но из неопытности. Мы не взяли с собой клачек, а взяли только рюкзаки. Они тяжелые. И кульки, рюкзак и кульки. А оказалось, что в аэропорту много девчонок были с рюкзаками, с клачиками. То есть мы думали, что клач это На дополнительно Ryanair, нельзя. да, можно А еще так можно. клач. Сейчас будем умнее, будем с клачом вот это ходить с торбочкой. Ну как мы. Я вряд ли буду с плащом ходить. А вот ты да. О, смотри, там жабки прыгают по этим штукам. Я тоже хочу тут жабку. Смотри как. Что? Так ты сфоткал? Спонтанно, я тебе не сфоткала. А, это же шикарное фото. Зона. Inmänska ornaments takdiler. Один рожок стоит 2,50. А чашечка стоит 3,50 евро. Некоторым вот холодно людям. Ну ничего страшного. Они утепляются и уже хорошо. На самом деле жара просто невероятная. Сейчас Очень жарко. можно спокойно ходить в шортах, в шлепках, Вот в такой топике. Жарко, где-то градусов, наверное, 25-6 по ощущениям. Очень жарко. Так, по карте тут у нас где-то прудик. На карте нарисовано, что вот справа эти полоски, это и есть поля. И вот они действительно там есть. Там красота. Что-то. А тут красота. А тут у нас мельница. С хорошим обзором. Надо как-то повыше быть, чтобы лишь побольше тюльпанов зацепить. Постоим немножко в очереди на мельнице. Вроде там красивый вид.
Это мы внутри мельницы. Вот обратная сторона. Либо на парк. Проход через кафе, куда он идет, да, на поля. Очередные поля с каналами, лодочками. Нет, это Flower Power. Вдохновление. Это, собственно, тема этого года Настя Пихенкофе, это Flower Power. Вот они тут ее и представили, как они это видят. Ja, en hier ook. Ja, ja, die kan er. Doe eens aan je daar. Сад счастья. Можно отдохнуть, посидеть. Парк большой очень. Мы до сих пор все ходим и не можем все осмотреть. Надеюсь, нам хватит сегодняшнего дня. Для детей тут есть тарзанки. Молодцы. Не забыли о детях. До 12 лет нужно покататься. А, это зона для детей, видишь, чтобы детям не было скучно, только с тюльпанами одними. Настя, там животные. Это не только для детей. Я тоже хочу. Свинки, 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 свинки. А, зайдем прям сюда. Radu, bisa besok malinka. Маленький какой. А, красавчик. Своей рукой везли. Хорош, хорош. Аня, चलेगी वहाँ? Привет, красотка. Привет, красотка. Свинку можно так по пятачку потрогать, смотри. Ты какой? Привет. Вау. Няшка такой. Но он в шоке, он не привык. Вальяжные кролики. Собака хочет познакомиться. Смотри, какой кролик. Не боится собаки? Вот такая вот. Нашли обзорную площадку красивую. Какая-то у нас лабиринт. Лабиринт. Ну, пошли. Так, идем.
за людьми. Давай налево. Идем. Тут тупик. А тут у нас есть проход, отлично. Так. Люди. А сюда давай. Сюда хотелось, мне кажется. А сюда было нет. А я думаю сюда. Тут, а сюда люди приходили. Поэтому люди в лабиринтах теряют. Может сюда. Есть. Ну, я имел в виду туда. Я это самое. Я тебя проверял. Так. Мы уже рядом. Так, тупик. А тут у нас есть проход. Я уже вижу людей, которые выбрались, которые выжили в этом адском. Есть. А вот и награда. Награда за то, что прошли лабиринт. Вот такой красивый магазинчик напротив входа. Красиво все оформлено. Нарциссы. Тематика Flower Power. Сила цветов. Пиво.